Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! У нас, как всегда, и все сразу. 58-летний диван меня достал своим скрипом. Я на все плюнула и заказала на Озон диван. Ткань флок на пружинах. Теперь я не буду просыпаться от каждого момента, когда я поворачиваюсь на бок. Это один диван. Но он пока в упаковке, потом вы его увидите. Строители помогли вынести. Это второй диван. В замену того страшного, который вы видите у нас на кухне, у которого уже все ободранные подлокотники, и которому тоже уже лет, наверное, 20 точно. Он у нас стоял в квартире, где сейчас живет Аллочка. Это другой диванчик мы заказали, такой же кухонный, который сейчас стоит у нас, вот такой же, только в цвете. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Потом распакуем, потом занесем в дом, старые вынесем, и все будет окей, все будет хорошо. И, наконец, тетя Люба будет высыпаться. Так, как я уже сказала, он на пружинах, он обычная книжка. Ткань у него флок, вот такая. Так что я счастлива, наконец-то. Я не буду спать на старом диване. Не очень высоко, чтобы занавески не подгибать, точно. Но с этой стены пришлось переставить на эту стену. Ну, во-первых, эта стена вообще холодная, не обогревается. Это стена. Это стена. Господи, это стена. Ну, потому что я уже все, Алла, у меня сдвиг по фазе и по амплитуде. Так. Да, да. По центру, точно. Ручечку, карандаш. Я помню, у тебя был хороший перманентный маркер. Не дам. Карандаш на полке под зеркалом. Ой, диван тоже установили, кухонный. Сейчас мамулька покушает, и я вам его покажу. Так. А пока покажу диван в комнате. Погнали. Так, ровно? Вроде. Да. Вроде ровно. Да. Супер, супер. Вот так. Так. Вот, как-то вот так. Диван, конечно, смотрится большеватым. Я прям вижу, что он большеватым смотрится. Но мне очень хотелось высокую спинку. На нем, когда садишься, спинка высокая и очень такая достаточно приятная. Старый диван был маленький. Таких диванов больше не продают. Поэтому я выбрала тот, который умещается по длине. И чтобы можно было разобрать, вот летом, когда ребята приезжают, и спокойно мне здесь спать. Ткань. Сейчас тут уберу. Ткань флок, как я уже сказала, с отделкой. Ну, естественно, с внутренним ящиком, как у всех книжек. Здесь вот такое вот украшение, такой вот декор на этом диване. Спинка высокая, подоконник там внизу остался, но это тоже даже неплохо. Когда разберется, будет нормально. Ну, в общем, а пока вот такой вот внешний вид. Вот как-то так. Вот, как-то вот так будет смотреться. Сыр можно, но капельку. Пониже спустить. В общем, вот так. Сыр ребенку можно. Зато моя спина будет, как говорится, на месте. А ты уже поела, видимо. Нет. Не болтайся, садись. Это место мое. Помыть только надо его. Вот так, не успел. Не успел. Я села, я Всё. первая. Так. Все. Сейчас, подожди, этой тряпкой я как раз и протру. Да. Воду можно в угол, а можно и не можно. Может, ее в сарай пока отнести, если она не нужна? Да ее вылить надо, да выбросить, и все. Да? Почему выбросить? Сейчас протру. И будет совсем красиво. А потом раз его так. Да, туда перетащить. А для остальных и удлинитель можно, можно не удлинитель, все что угодно. Да. Так, вот это в сарай, бутылку в сарай, она не нужна. Сейчас, подожди, я тебе покажу. Нет, бутылка пусть остается. Вон те 2 бутылки убрать, выбросить. А зачем она сейчас тут? Мне кажется, она сейчас-то тут не Да нужна. не, ее надо выливать. Ну, вылить, в смысле, и убрать пока. Если понадобится, принесли. Бутылку нужно за сарай. Чуть-чуть она в сарай будет, а вот помпу в сарай. Помпу, да. Помпу. Ну, давайте так. Я понимаю, что у меня видок туши свет. Ребят, мы только успели покушать, даже еще не успели. Уже приехал главный
бригадир или как он там, я не знаю, руководитель, строитель. Мы очень долго разговаривали, обсуждали цену, добивались настоящей стоимости по обшивке дома. Ну, как настоящая, она и была настоящая, мы все посчитали. Просто мы сначала хотели фундаментными панелями обшить дом, потом не вписываемся, потому что прилично. Дорого, они очень дорого стоят, хотели все обшить. Так как сайдингу уже 20 лет, решили делать новый сайдинг, но точно такой же. Но уже обшивать дом сайдингом по правилам. Вот с этими, как они, с профилями, с вертикальными. Вот, это раз. Утепление меняем, это два. У Аллы на канале вы увидите, как снимали Алла и Борис стену кухни, и увидите, как там все, как раствор был положен. То есть доверять прошлым строителям было нельзя совершенно. Если этих строителей можно оставлять одних, как вот в прошлом году там были дни, когда мы их оставляли одни, они одни работали, и сезон показал себя очень хорошо. Было очень тепло. То есть они утеплили подкрышное пространство просто замечательно. Вот, что-то еще хотела сказать. Надо будет запенивать, дом раздели, надо будет запенивать пространство между камнями, может быть, оштукатуривать, не знаю, там посмотрим. Сейчас привезли материалы, новый сайдинг, пеноплекс, и плюс еще будет каменная вата, которая стояла, в ней никто не заводился. Сейчас просто сели попить кофе, потому что уже вымотались. Ну вот, и я говорю, 2 дивана. Вот, у большого дивана ткань. Я надеюсь, что это флок, да? Вот я вам показываю, надеюсь, это флок. Ой, красота какая. Это Алла мне показывает фотку Маши в гимнастическом наряде, в гимнастическом Это у меня костюме. заставка на экране. Смотрите, какая заставка на экране. А покажи спинкой телефончик-то, покажи, какой подарок тебе муж сделал. Смотрите. Да. Вот что значит любовь. Ездили в магазин за подарком для свекра, да. Вот, и муж сказал, хочу сделать тебе подарок, и подарил ей iPhone 12 Pro Max. Pro Max. Вот. Так что вот так. Хочу сделать тебе подарок. Ну и сделал подарок. А вы говорите, вот так. Ты, говорит, Значит, что есть за что. Ты что, говорит, думала? Мы сюда просто так поедем? Слышите? Что, прям так и сказал? Да. Он говорит, я так и думал. Это я говорю, я так не думала. Мы едем за подарком папе твоему. Он говорит, ну, а я, говорит, так и планировал. Ты что, думала, мы сюда просто так поедем? Такой вообще хитрый. Он не хитрый. Он просто очень ее любит. Так что так. Не жалко никаких денег на свою любимую жену. Поэтому что там пишут, что там не пишут, а на самом деле все вот так. Дай-ка мне тоже чашечку. Она тут! Она тут, под столом у нас. Нашли. Нашли, да. Так, это, по-моему, к кухонному дивану, да? По-моему, да. Да, это к кухонному дивану. Фирма Comfort Line на Озоне продает диваны. Вот. Ну, это не реклама, ребят, но я все-таки вам покажу. Это кухонный диванчик наш, который я вам показала. И у Аллы на канале вы увидите, как он раскладывается. Ну, может, я тоже покажу. Сейчас ребята уйдут гулять. Я вам покажу, как он раскладывается. Он со спальным местом. Цена у него, конечно, приличная. Забыла. 30, Ал, да, или 20? 26. 26. Но он того, ребята, стоит. Ой, господи, чуть попой не снесла. А мы думали, просторней стало. Нет, просторней, конечно. А что ты, папа-то? Просто все привыкли к тому, что диван шире холодильника. Поэтому, когда встаешь, об холодильник не задеваешь. Да, теперь он... А теперь наоборот. Да. Вот такой диванчик мы приобрели для кухни. Вот так он смотрится. У нас такой же диван в Москве. Кто давно меня смотрит, помнит. Тогда эти диваны назывались то ли метро, то ли метро. Подушки, маечки на липучках. И плюс здесь еще молния, снимается чехол.
Вот здесь поролон и стирается. Очень удобные подушки в форме капельки. Так, очень хорошо, знаете, под спинку, когда садишься, очень-очень удобно. Сейчас я покажу, как он раскладывается в спальное место, в ровное спальное место. Длина этого диванчика 1,80 м. Ну, на Озоне можно посмотреть. Он называется то ли «Мечта». В общем, как-то он называется. Скорее всего, «Мечта» он называется. Сейчас покажу, как он раскладывается, выдвигается. Так. Поднимается. И вот так вот вытягивается. И устанавливается. Вот все. Вот такой получается диванчик со спальным местом ровно 90. Здесь 40, здесь 50. Для сидения 50 удобно. Высота, ну вот смотрите, видите, вот как моя нога, не знаю, видно вам, не видно, сейчас я вас пониже поставлю. Вот такая высота на уровне моей ноги. Вот видите, вот сидеть удобно. Так, чуть ниже колена. Не знаю, какая высота, ребят, измерять не хочу. Вот я сижу, сидеть удобно. Спальное место получается 90. Тоже очень удобное. Места для хранения нет. У этих диванчиков места для хранения нет. Вот здесь выемка под руку, чтобы удобно было складывать. Раз, раз. И задвигаете. Я говорю, в Москве такой же, только из кожезаменителя. Из кожезаменителя, простите, ноги и попа, когда сидение из кожезаменителя потеют. Встаешь, и после тебя остаются мокрые места. Мокрое место, короче, остается. А здесь очень удобно. Вот, да, конечно, обивка будет страдать, потому что это дача. Значит, сюда наверх будем стелить однотонные полотенчики, которые можно сдергивать через день и стирать в стиральной машине. Вот как-то так. Всем понравилось. Удобно. Поролон или ППУ. Не знаю, как называется, что там внутри. Кому интересно, ссылки я никакие, ребята, давать не буду. Ищите на Озоне. Заказывали на Озон и этот диванчик, и тот диванчик. Все заказывали на Озон. Я говорю, опыт общения несколько лет с таким диваном уже есть. Диваны очень хорошие. Цена большая, но это качественная вещь. Диваны разобрали. Теперь надо будет их выбрасывать, разбирать. Там посмотрим, может быть, ну, контейнер ради 2 диванов заказывать. Ну, в общем, ребята, дом выглядит сейчас вот в таком виде. Все ободрали, все содрали. Вот. Вот таким он был, кстати. Вот таким он был. Видите, какой? Стоял он таким много лет. Потому что ни на что не хватало. Вот таким он был. Ой, телячьи нежности. На, подушку держи. Давай, Женюк. На вторую подушку. Сейчас уроню. Да. Сегодня также уже завозится материал. Оранжевый такой утеплитель. Называется пеноплекс. Вот, и Володя его уже наклеивает. Вон, видите, сколько пеноплекса. Видите, чтобы не было щелей, это все запенивается. Володь, какая синяя пена. А почему она синяя? Клей. А? Пеноклей. А, это пеноклей. Вчера делали колбаски на гриле.
колбаски они, по-моему, называются на гриле, ребят. Ой, я даже не показала, надо было, конечно, показать. Покупали мы, знаете где? Сейчас я скажу. Как бы не соврать. Сейчас, секунду. На повороте в Михнево называется мясорубка. Там кулинария вся вкусная. Кто живет в Михнево, заезжайте туда. Обалденные колбаски из баранины и говядины и свинины. А накануне были в светофоре. Вот, купили вот такие колбаски. Ребята, есть их нельзя. Их не едят. То есть люди их есть не должны. Сейчас мои там обедают, доедают те колбаски, которые есть. А я вот эти хочу отнести Любе. Но вы не подумайте, что я Любу собираюсь ими кормить. Нет. Просто у Любы за забором есть собака. Слушайте, подождите. А у Зои тоже есть собака. Может, Люба отдаст собаке? Потому что я свою Женю этим кормить не буду. Тут, как Дима сказал, сиськи-письки, и тут ничего больше нет. Извините, что я так говорю. Но вот я вот так вот говорю. Вот. В общем, сейчас отнесу. Либо Зоя отдаст, либо той собаке. Ну, там просто дворовые собаки. У них в конце участка. Сейчас я прикрою. Может, она отдаст. Может, собака будет есть. Ну, там вообще дворовая собака такая. Вот там. Не скажу, что вечно голодная, но вдруг будет есть. А Зоина, не знаю, собака будет или есть, или нет. Сейчас я попробую Любашку найти. Не, ребята, ну пипец. Я как иду, так они обедают. Ну, так всегда. Опять? Да. Я опять? И что? Приятного всем Ничего, аппетита. Ничего, Только ничего видео страшного. смонтировала, девчонки, о том вот о Владе, когда Вы Влад... кушаете, да? Да, и опять я к вам я прихожу с кушаю. едой. И что? Люб, слушай, смотри, брали в светофоре, светофор открылся магазин, колбаски. Дима их пожарил, 2 съел. Это люди не едят. Как он сказал, сиськи, письки и так далее. То есть это люди не едят. Слушай, Зоина собака будет есть? Эй, Том мой будет. Том же у меня здесь. Вон он на обед Кот? вышел со 2-го этажа. Ну ты что, разве будет он это Да, есть? я ему отварю и будет. Какое творю, они уже пожаренные. А, это уже пожарено? Да. Будет, Отрежь, будет. попробуй. Да, ну смотри. Том, а он Я боится там- чужих людей? Да, он как-то Том. немножко шугается. Том, смотрите, какой большой кот, ребят, смотрите. Вот такой кот большой, большой. Он же домашний. Да, он домашний. Это кот Любашиной дочери. Смотрите, видите, какой большой. Вот если я опущу сейчас телефон, я боюсь, Том может даже не уместиться в телефон. Видите, какой он большой? У него ноги высокие. А, А хвост какой длинный. Любаня решила попробовать, рискнуть здоровьем. Я? Да. Нет. А, ты Тому попробуешь дать? Конечно, ты чё? А я думала, ты сама Я будешь что, пробовать. на А я помойке Нет, нашла? я попробовала, Люб. Ага, Я попробовала. Ну, как из туалетной бумаги. Ну, попробуй, не бойся, я же пробовала. да? Конечно. А я ж тебе о чем и говорю. Ни о чем. О, он и уже идет. Смотрите, какой большой, ребят, Давай, смотрите. Да, даже Какой огромный. Томсик. На-ка. Томсик. Так кошки разбираются, они гадость есть не будут. Смотри, как нюхает. Положи на пол. Че, будет? Сейчас узнаем. Че, нифига себе. Обычно кошки гадость не едят, Люб. Ну, а ты думаешь, вот не из этого им делают корм? Да я думаю, что именно из Так вот этого, именно. да. Поэтому я не сомневалась, что он будет. Ну вот, тогда бери себе. Вот, зато мы А я думала, ты через... А то и ходим, даже сухой берем у нее. А почему ты мне ничего не сказал? У меня от Женьки корм остался. Да у нее тоже кошки. А. А она мне, когда уезжала в отпуск, она говорит, он сухой корм не ест. Ага. Я говорю, на природе он ест все. Ну, на природе все едят. Так-то он Да. с нами не живет, Да. а в отпуск вот нам его Ну вот, на кормите. воспитание. Кормите. Куда пошел-то? Иди. Я отломила. Там сятина. В Коломне, в светофоре. Здесь-то у нас только открылся. Ага. Любаня хочет показать, что она покупает в светофоре. Ну вот, смотри, в светофоре очень хорошая киржачная сметана. Киржачная. Ой, извини, вру. Врешь? Вру. Это я творог сложила. Вот врет, видите? Да, там творог еще хороший. Вот такая вот банка сметаны, 20% ГОСТ. Ага. Вот.
Килограмм. Может, это только написано? А сколько стоит, не знаешь? Не помнишь? Ой, что-то 139, что ли. Копейки. Для килограмма это копейки. Люба, ты уверена, что это сметана? Да, я пробовала. И не раз уже. Так, Дай подожди. попробовать. Держи. А ложку дашь? Конечно. Дай ложку, дай Вон там, зайка. еще что-нибудь. Сейчас я тебе достану. Что я купила там? Пришла объедать Любаню с Ой, мамой. я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Как там в этом, в кино-то? А? Ты кого там умолять-то будешь? Не знаю. А, Люб, она еще не открытая, что ли? Нет. А что ж, значит, не надо ничего открывать, убирай. И что? И что? Я для тебя не... Ты участкового умолять будешь. Я вот эти фразы самые... Всегда у меня проблемные. Ну куда наскать ты, эту пимпочку. слепуха? Вот она, пимпочка твоя. Вот она. Мгм. Нет, проверено. Я в Коломне ездю и покупаю. Сметана хорошая. А стоит как... Ну, Люба, ну не может хорошая сметана стоить копейки, Люб. Там может. Погодь, камеру переключу, а то люди не поверят, что я пробую. Ну и ладно. Вот, даже с Любиной руки. Нет, давай возьму. А то вдруг ты мне в нос ткнешь сослепу. Да. Люба! Кислая? Конечно! На, попробуй. Она всегда должна быть такой. Ну, с нет. кислинкой. Нет. А мы с тобой, знаешь, какую простоквашину делаем? Из порошкового молока. Люба, я люблю с порошкового молока. Угу. Не-не-не, я это не. Не. Хорошая. Не. Вот, так- Я пас, не хватает еще обдристаться от нее. вот такую вот хрень Вот купила. эту хрень можно покупать. Вот. Уже не первый Потому раз что такую покупаю. хрень в любом магазине купишь. Да. Нет, она просто там дешевле, и ее расхватывают, ну, Ты в ура. нашем светофоре брала? Да. Или опять там же? В нашем. Наш. Мгм. Это я вот вчера в нашем взяла, схватила не глядя в лад и не посмотрела срок годности. А А так что, может- просроченная? Нет, не просрочено, но как бы все равно я смотрю, когда 22.07. смотрю сама, когда беру. 21 год. Еще сейчас покажу тебе, что А сегодня там 23-е. вкусное. Может, это дата производства? Вот такое масло, там хорошее. традиционное. Полкило, Дай 103 посмотрим, рубля. ребят, сразу. Полкило, 103 рубля? Да. Люба, это как со сметаной. Ты меня пугаешь, ей-богу. А давайте посмотрим, что там на заборе написано. Изготовитель Налимова Ирина Александровна, Россия, Свердловская область, город Артемовский. Адрес производства Россия, Свердловская область, Екатеринбург. Так, а еще что-нибудь написано? Да написать-то могут все что угодно. Вот Так, именно. дынь-дынь-дынь-дынь. Несоленая высшего сорта с массой жира 82,5. Ничего такого не написано, просто с массовой же сладко-сливочное, как и мы А обычно что ты, делаем. 82% масла. Ну, я думала, может, напишут, есть нельзя людям. Нет, просто сейчас у нас еще старые те Ага. магазинные. Как разморожу, дам тебе попробовать. Ты Спасибо. в масле разбираешься? Ну, а как же, вкусное или невкусное? Как Мне- все. Нет, я просто его не ем, а мама очень разбирается в масле. И вот я его уже с Коломны привозила. Ну, то есть мама сказала, что это хорошее масло. Да, да. И кума у меня. Меня цена смущает, Люб. Нет. 100 с лишним Я рублей тебе- за полкило. Я тебе еще раз говорю. Я покупаю на пробу всегда. Все. Я Мгм. любитель пробовать, сама Да, я знаешь. поняла. Вот. Попробовали, плохое выкидываем, хорошее, потом в следующий раз покупаем в 2 экземплярах. Поняла? У нас уже наступил вечер. За сегодня, конечно, строители сделали очень много. Очень много. Смотрите, все запенено. 3 стены практически. Уложен пеноплекс. И сверху еще будет утеплительный материал. Так. А, нет, с этой стороны еще пока нет. Ну ничего, не все сразу, как говорится. Ишь, я чего захотела, какая я быстрая и шустрая. Ну, молодцы, молодцы. Хорошо. Посмотрим потом, как покажет себя дом.